Перед тем, как поехать в Ирпень, я решил позвонить хозяйке сначала и спросить, вообще на месте она или нет. Ну и заодно поинтересоваться, почему она не интересуется судьбой своего шпица, которого она мне отдала. И то, что я услышал, потом меня шокировало. Послушайте его. Алло, здравствуйте. Это Владимир, я у вас брал Наполеона на лечение. Ага, да. Хотел спросить, вы просто пропали, где-то не звоните, не спрашивайте, как он. Может быть, мы с ним куда-то уже уехали в Америку. Забрали шпица. Не, дед говорит, что они звонили и не дозвонились. Или дал какой-то левый телефон, или что. Вы, наверное, записали. А можете прочитать, если у вас есть номер телефона, который вы записывали? Я говорил свой личный номер. Вот я с него вам и звоню как раз. Ага, ну я его ставлю, хорошо. Понял. Значит, смотрите, все нормально, операцию сделали, сейчас он у меня со швами, ну, в принципе, они должны сами рассосаться, пока они еще на глазу находятся, ну, в принципе, все хорошо, себя чувствует отлично, никаких проблем с ним нет. У меня только вот к вам вопрос. Вы в состоянии оплатить эту операцию? А что, дорогая операция? Ну, операция достаточно дорогая. Она стоит в районе, я честно сейчас не помню, чека у меня нету перед глазами, в районе 4500. Нифига себе, я думала, это бесплатно делается. А чего вы сразу не сказали, что она платная? Нет, ну подождите, я же не говорю вам, мы вам его не вернем, пока вы не оплатите. Я же спросил, в принципе, вы в состоянии были бы оплатить эту операцию? Ну, в принципе, мне не нужен, вы можете его кому-то отдать. А, даже так. А может быть, у вас еще есть кто-то ненужный? У меня есть сына, ехал в Германию сейчас, и оставил нам собаку свою Кадыгу. Дело в том, что она слепая. Ну, как слепая? Она может чуть-чуть видеть, но ориентируется по двору очень хорошо. Она бегает с овчаркой, вот, и гавкает, все. Она здоровая, нормальная собака. Вот только что не видит, ну, слепая как бы. Вот он и ездил, возил ее, лечил, но ничего не получилось. Ну, но охраняет она нормально, и гавкает, и бегает, ну, ориентируется нормально. Вот, то есть она вам тоже не нужна, я так понимаю? Ну да, она мне не нужна, потому что это сына собака. Он уехал. Там и он больше не вернется? Разбомбило дом. Вот, и там, пока он настроится, и говорит, там осколков столько, что туда собаку нельзя. Думала, что туда на охрану ее пустить. Ага. Но она говорит, там... старая собака, я так понимаю, да? А? Старая собака? Нет, ей 3 года. Молодая собака, мы ее кастрировали сразу, он не хотел разводить. А что же со зрением произошло? Почему так, не знаете? Ну, не знаю, что-то она ослепла. Он ее возил в Киев несколько раз, лечили там, всякие прописывали ей, и в итоге ничего не получилось. Вот она не видит, но ориентируется нормально. Бегает, гавкает. Я тогда хочу еще тогда спросить, если вот, предположим, вы бы сами делали эту операцию, ну, как бы не делали, а повезли бы его на операцию, и если у вас нет средств делать, то, я так понимаю, он бы так и остался, да? Ну, как бы вот с тем глазом, как он есть. Ну, я не знаю, я бы, может, его лечила. Я знаю, у меня у второй кобели, я тут его забрала всего. Вот, у него почти такой же глаз был. Я вот капаю сейчас, уже сколько ему, 1,5 месяца, и глазик уже намного лучше. Там чуть-чуть осталось бельмо такое, но оно потихоньку... Ну, там же было не бельмо у него было прям воспаление. Ну, у него было, да, чуть-чуть сложнее, да, у него было похуже. Я хочу тогда еще у вас спросить, раз, ну, у вас такая сложная финансовая ситуация, скажем так, то... Возможно, у вас не полноценный уход за собаками. Я к чему спрашиваю? Что, может быть, все-таки вы подумаете часть из них какую-то, хотя бы аллопецию, которая собаки, вы же не можете за ней полноценно. Нет, не поняли. Я уехала временно, пока там вот бомбежки были, пока вот... Ну, хорошо, вы сейчас на месте? Ну, вот там, где мы и забрали его, или нет? Или вы снова уехали? Я сейчас в селе еще. Я жду числа 15-го, может, я уже приеду, потому что неизвестно, что она там еще будет. Вот, потому я тут пока сижу. Ну, хорошо, а вы собак с собой всех забрали или они там находятся? Я просто там не был, я не знаю. Я взяла только с собой 8 собак, я не смогла всех взять. Я хотела, чтобы волонтеры привезли остальных собак, а дед не дал, отказался. Тут такой дед, что ничего не даст. Вот. И сам не уехал и не отдал собак. Так они с ними сидят. Там привезли 5 мешков корма, они не голодные, они за ними... то есть у вас в селе сейчас, ну, если я правильно понял, у вас в селе с собой 5 или 8, я не помню, сказал. 8, по-моему. Собак. И 8 там собак. еще те, которых мы видели. То есть, грубо говоря, у вас их там штук 15 в среднем, да? Ну, там осталось 12 собак. Вот, я забрала 8, потому что я говорю... всего у вас получается. Да, я хотела всех забрать, но не получилось, потому что
Туда меня уже не пустили, я выехала, послала волонтеров, а дед мне отдал. Подскажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Ну, я понимаю, что 20 собак содержать сложно, и, может быть, вы бы согласились за какую-то цену часть из них хотя бы отдать, ну, как бы выкупить их у вас. Вы можете подумать, в принципе, я не требую сейчас ответа прямо, потому что, ну, и я сейчас не могу вам привезти Наполеона, и, ну, это будет где-то в течение недели, может быть, на этой, может, на следующей, пока не знаю. Я вам позвоню перед тем, как ехать. Вот. Вы пока подумайте насчет этого, может быть, и вам легче будет, и мы им найдем получше семьи, и им будет лучше, чем у вас сейчас. Ну, это же временно. Я приеду, я за ними смотрю, я их не обижаю, кормлю нормально и ухаживаю за ними. Ну, вот это все война, вот это я потому... Я понимаю, что это ваш заработок, и вы, в принципе, за счет этого живете, это же, ну, как бы, оно неоспоримо, да. Просто хотелось бы, ну, тот же шпиц Алапеция, снова к нему вернемся, я не думаю, что он счастлив в таком состоянии бегать все время. Ему нужно лечение. Лечение, скорее всего, нужно постоянно, ну, контролируемое, а ваши, там, кто присматривает за ним, товарищи, они не могут ему этого дать. Без вашего участия, без их лечения он будет таким же и оставаться. Поэтому подумайте, пожалуйста, может быть, у вас получится придумать несколько, хотя бы мы бы забрали, и как-то мы бы с вами в этом плане договорились. Поэтому у вас пока время есть, еще несколько дней, обдумайте, и потом, может, скажете заранее, перед тем, как будем ехать, чтобы знать. Ну, хорошо, я подумаю. Где-то, может, через неделю я буду дома. Ну, я понял. А может быть, мы раньше не попадем, я не знаю. Пока все равно мы в Киеве, и с бензином проблема. Поэтому тут такое дело. Хорошо, спасибо за информацию вам, я понял. Добренько. Подумайте. Хорошего дня вам. До свидания. До свидания. Хорошего вам дня. После этого разговора с хозяйкой мы решили с Андреем поехать на эту шпицеферму. Простите, кому не нравится это слово, но пока я другого слова не нахожу. И посмотреть, в каком состоянии находится КДБО. И, в принципе, все остальные шпицы. Проверить, как они себя чувствуют. Хотя бы визуально. Осмотреть их. И, кстати, возможно, что проблемы с шерстью, ну, настолько серьезных, конечно, ни у кого нету, кроме того шпица с алапецией. Но, скорее всего... Ну, куда ты побежал? Давай сюда. Иди сюда. Давай. Какой молодец. Лапочка. Вот. Скорее всего, проблемы с шерстью в разном их проявлении, имею в виду у кого-то более выраженно, у кого-то менее, они есть, скорее всего, у большинства шпицев, которые там находятся, потому что, когда этот шпиц к нам попал, он отрыгнул кашей. Ну, я так думаю, что это была каша, овсянка, возможно. Вот. И, скорее всего, всех шпицев там кормят этим всем. И это не дает их шерсти нормально развиваться. Поэтому я думаю, что адекватный корм помог бы им выглядеть лучше. Но уже чем их там кормят, я проверить, к сожалению, не могу. И повлиять на это тем более. Вот такая вот ситуация. А у этого все хорошо. Хвостик отрастает. Этого мы кормим сухим кормом. Перевели его на Акану. Он ее с удовольствием кушает. Проблем никаких нету. Такой умничка. Это такой умничка. Зубки пойдем ему чистить попозже. Мы уже договорились. Смотри, это у меня первый микрофон. Выключить первый микрофон. Стесняется. Не говори. Но ты уже так адаптировался, я вижу, ты уже свой облик принимаешь. Ну, он хороший пес. Да, мы его прочистили. Ну, промыли. И красавчик. Ну, в общем-то, нормально меня устраивает. Так, брат, дай-ка я загляну, чистил ли тебе кто-то уже зубы. Я очень сомневаюсь. Там настолько все запущено, там, где он жил, поэтому... Я думаю... Ну, не, вряд ли. Вряд ли. И если на среду, то можно будет на 11:30. А сколько по времени займет? Где-то час с копеечкой.
Давайте, наверное, на 11:30 удобнее будет, потому что... На 11:30, среда, 18 числа. Да, чтобы я его как раз не кормил, утром, ну, с вечером покормил, утром выгулял и тоже не кормил, а как раз потом... Да, с утра лучше не кормите, проще ему будет наркоз. Да-да. Вот так тебе надо почухать. Развернулся, чтобы почухали. Вот так-то. Молодец. Вот так, на ручки. Вот так. Так, друзья, мы снова приехали к печально известным шпицам. Что-то у тебя застряло. Вот. Там еще оказалась собачка Кадебо, которая тоже оказалась не нужна. Об этой истории я сейчас уже не буду упоминать, рассказывать. Расскажу вам попозже. Добрий день. Доброго дня. Ми віддали. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказали, що там у вас собачка сліпа, її можна сфоткати і там віддати комусь. Да, есть. Давайте подивимось. Выходит. Привет, собаки. Привет. Привет, пушистый. Здорово. Здравствуйте. Привет. Привет, мой хорошенький голова. Я тебя забрал без щита. Да. Давай. Ну, страшно. Боже мой. Берите пока, носите в машину по очереди. Да, как его собака, она слепа. Вона сліпа? Да. А добре чи ні? Да добре, не пускай. Привет, больше. Привет, собаки, здорово. Привет. Привет, мой хорошенький. Здравствуйте. Ну, привет. Ну так-то я не сказал бы, что она слепая, конечно, так не выглядит. Я, конечно, не знаю, как они должны выглядеть. Давай мы сфоткаем. Ой-ой. А ну кто там у нас? Покажись. Покажись, какая красотка. Вот эта Привет. собака оказалась не нужна. Ну, ей больше, чем 3 года. Смотри, зубов, клыки сточены и... А, Здравствуйте. Привет, дядьки. Как у вас дела? Нормально все? Привет. Так, ребятки, кому Кадебоку? А кто собака еще? Алла сказала, она не нужна ей. Не, ну там что, и глаз удаляли. Да, удалили глаз. Себе места не находил. А. Я звонил, сказал, А какой вы номер записали? вы давали, же давали. Я давал. Ну, так я правильный номер вам давал. Ну, я по нему не набирал. А можете показать, какой вы записали? Ну, тут где надо. Ну, глянь. Добрий день. Здравствуйте. Коровы. Коровы. А, вот позвонила. Ми його забирати не будемо, ми його зараз сфоткаємо. А якщо хтось захоче Кадебо. її забрати, ми прийдемо, заберемо. Добре? Снимай, глаз удалили, а вот корову, наверное, она не нужна. Она или не нужна? Да. Ну, что он спрашивал у человека? Можете позвонить, сами убедиться. Можем привезти вам его, не проблема. Я верю. И вот этого мы бы хотели бы вылечить лысого, тоже забрать. Да, не тут Это она не дает.
Все нормально. Ну, Володь, позвони и спроси. Не, все нормально. Да ничего нормально, ребят. А, мы предлагали, возможно, она согласилась бы за какую-то плату каких-то щенков, шпицов отдать, если ей не нужны. Надо подождите, она приедет, через пару дней свет дадут. Она должна приехать. Что вы звоните с ней, разговариваете? Сейчас я позвоню. Ну, не дай бог, кто-то Да, конечно. голову поснимает. Сейчас позвоню. Классно. Ну, треба ж його лікувати. Він в цій шубці у вас є. Так нет, это сейчас такая мой день. Добрый день. Это снова Владимир. Мы приехали к вам в гости сюда, слышите, тут собачку. Ну, посмотреть КДБО, во-первых. Сфотографировали, он пока тут побудет, пока мы поищем его хозяина. Кто согласится забрать, тогда сразу к вам сюда, если что, приедет и заберет. Ну, или мы поможем. Вопрос в следующем. Вы подумали над моим предложением? Если каких-то собак вы могли бы отдать за какую-то плату? Если они вам не нужны. Алло? Перезвоню, потому что пропал. Да. Да нормально все, чего ты болишь. Все нормально. Все хорошо. Алло. Да, связь пропала что-то. Я не услышал, что вы сказали. Связь плохая, да. Да, так что вы Я сказали? говорю, когда я буду на месте уже через неделю где-то, то там мы тогда уже будем решать. А, понял. Ладно, хорошо. Через неделю. Может быть, все-таки заберем пока что Лысика с аллопецией? Хоть как-то ему можем помочь? Нет, Мы Лысик же- хай пока побудет еще дома, потому что, ну, я приеду, тогда будем решать. Пока не. Приедет, потом будет решать. Да. Понятно. Понятно. Приедет. Хорошо, ясно. Ну ладно. Тогда ждем, когда вы приедете. Хорошо. Да, до свидания. До свидания. Не дает. Ну ладно. Да что ж ты там разалкала? Когда приедет? Может быть. Вот свет как дадут. Когда там дадут, не знаете? Я не знаю. Сказали, что 15 до 15 будет. Понял. Это мы пока ничего не договаривались. Должна приехать она, когда свет будет. Смотри на это чудовище. А ну закройся. А я одну забрали с концами. И она звонила, и никто ничего там. Ну вон же он у сказали, нас, глаз он у нас. удалили. Глаз удалили, это ж мы забрали, она ж... Ну. Ну и все, она же не хочет его назад. Глаз удалили, Да. Номер телефона покажите, который вы записали. Она где Она себе оставляла номер. Ну, вы же записывали мой номер телефона, а потом говорите, что он неправильный. Давайте проверим, чтобы он был у вас. Я говорю, что неправильно, кому я говорю? Ну я набирал, мне женщина ответила, сказала, у нас таких нету. Ты что, не Ну, помнишь? может, записали как-то неправильно. Давайте проверим. Ладно, есть у хозяйки номер? Ох, какой злой. Ав-гав-гав. Фортуна. Все. Вот так вот. До свидания. Ох, как это все... Я Але позвоню, да. Кошмар, конечно, там и условия вы видели. Просто жестко. Я не знаю, у меня нет слов, чтобы передать этот кошмар, который
как они... Ой, господи. Эти разведенцы. Вот скажи, что ты думаешь об этих разведенцах? Я думаю, что в нашей стране не хватает какого-то органа, который бы мог контролировать качество жизни собак. И это один случай с миллиона. Люди зарабатывают на этом деньги. Вот, и нужно это как-то контролировать. Мы сейчас думаем над механизмами, над способами, как сделать так, чтобы жизнь собаки была под контролем, и каждая собака в стране жила в достойных условиях. Но сделать это очень трудно, потому что темный лес. Едем сейчас за собачкой, которую хозяева отдали. Не отдали или она убежала сразу? Собака. Что, слышно меня? Ну, да, слышно, конечно. Собака прибилась на детскую площадку, и там 2 недели жила. Ее забрали вот эта женщина, за которой мы сейчас едем. Вот, и искали ей хозяева. Нашли хозяев, отдали собаку. И в этот же вечер собака убежала от новых хозяев, пришла к ним вся подранная, покусанная. Мы сейчас едем разбираться, что за ситуация. Ага, все, понятно. Возможно, собака агрессивная. Будет шок-контент. А может и не будет. Ладно, посмотрим. Все хорошо, умылся. Все нормально. Придержите его за ошейничек на всякий случай. Закрывай дверь. Не-не-не, просто придержите. И привет, мой хорошенький. Ну рассказывай, как у тебя дела. Ух ты, бухтишь. Ох, скажи, подрался. Да він взагалі з собаками, у нас він тут 2 тижні бігав. Він не б'ється з собаками, він хоче з ними гратися. Хтось до нього може причепився. Він з ними гратися хоче, а вони не всі адекватно, каже, сприймають нашу бігу. Да. Кошмарю, как у тебя дела? Кажи. Ну кажи. Мишко, не трогай меня. Ну, а вже їсти нічого не Да, захочу, грусть. я його забрала. Да грустный пес. О, скажи. Вот то скажи, подрался, скажи. За всю фигню, да. Пойдем, вот молодец, вот ты умничка. Да, я понимаю, что ты хотел. Може я його... Что надо? Ну. Хорошенький. Да, воно благополучно заживає, воно сухе повністю. Тут тільки антибіотик потрібен. Десь ще є? Ну, глаз. И, ну, нос это пуш. Ну, порядочний. Просто пожевали. Да, пожевали. Це трехсон такой там нема що мити, нема що розмочувати. Воно все одно не гниє. Я думаю, что это не его. Це, ні, я вже його пощупала. Даю це трехсону кілограм от... Я вибачаюся, можна хвилиночку? А оце на лапки, на подушечки у нього що? Що? Оце. Не рий. Ну, якась фігня, ну тримайте голову. Я знаю. Голову до себе. Да, крепко, я подивлюсь. Крепко тримаю? Тише. Все хорошо, дружочек. Ну что ты бухтишь? Ну что ты бухтишь? Там тільки подивляться. Все, тримаєте? Не знаю. Крепко, так? А немає? Ні, ну звісно, в мене немає. Ну це таке саме, як прийшла до мене любовниця і сказала, дай мені труси запасти. Все нормально. Все хорошо. Ну так я ж кажу, то кожен своє має мати. Все нормально. Ну что ты бухтишь? Дай понюхать. Да нормально. Да все хорошо, чего ты бухтишь? Да, я еще считаю, что если дрессировщик, и он собаку укусил, это более справедливо, если ветеринар. Ну чё. Ну что ты бухтишь? Чего ты? Все нормально. Ну что ты бухтишь? Чего ты бухтишь? Все нормально. Смотри. Все хорошо. Ну чего? За фаркоп притянуть поводком. Тащи намордник. Подержите. Да.
Держи за эту штуку вот так. Вот, молодец. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тише-тише-тише-тише. Тише-тише-тише. Держи, держи, держи. Тише-тише-тише-тише-тише. Не бухти ты. Все, все. Ты страшная собака-убийца. Тебя тут не могут никто уколоть. Все. 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 Все, не снимаем. Все. Все, ты молодец. Ну, ты боялся. Свозили собачку к ветеринару и вернули на место, куда взяли. Да-да. Ну що чим подавати буде? Корм. Ось ще корм. Что, пошли. Идем додому. Пошли додому. Идем. Идем додому. Пошли. А ну дай. Заходи. Котик, чтоб не убежал. Сегодня мы были у его хозяйки в гостях. Ее там не было. Мы потом с ней созвонились и сказали, что мы приехали и хотим забрать каких-нибудь еще шпицов, может быть, на лечение. Что ты крякаешь? Вот. Каких-то шпицов на лечение. Она отказалась нам какого-нибудь шпица давать, любого, даже с аллопецией, которого нужно лечить. Поэтому будем у нее в гостях еще где-то примерно через неделю, когда она уже будет на месте. И будем продолжать с ней разговаривать о том, чтобы каких-нибудь собачек можно было взять с собой, хотя бы даже за какую-то плату. Поэтому пока еще история со шпицами на этом не заканчивается. Этого шпица она оставляет нам, потому что она от него отказалась. Ну, видимо, уже ресурс свой он отработал для нее. Конечно, это словами не описать, насколько это выглядит ужасно. Я не знаю, как это слово правильно подобрать, но это просто не поддается описанию. Просто как отработанный материал для этих разведенцев, эти шпицы. Вот. Ну, в общем, я думаю, что ему найдется достойная семья, в которой он сможет свою жизнь оставшуюся провести достойно, которая будет его любить. Он милашка. Просто ему нужно время на то, чтобы привыкнуть к новому человеку, к новому месту. Он у нас вот уже вторую неделю, и он достаточно хорошо уже себя чувствует. Уже почти не дрожит. Иногда очень редко на улице может дрожать. Ему нравится, когда ему чешут спинку здесь сзади, возле хвоста. Когда поднимает свой хвост, распушивает его. Довольный. Этому замечательному малышу с интересной историей спасения мы начинаем неспешно искать новую семью. Если вас заинтересовал этот кроха, заполните анкету, ссылка на которую будет в описании под видео.